Привет, дорогие друзья! Меня зовут Лина, и добро пожаловать на мой канал Дирей. Решила я вернуться на YouTube, и решила я вернуться с новой рубрикой. Возможно, она вам уже известна по другим каналам, по другим авторам и по другим темам, но моя рубрика направлена на помощь и поддержку начинающих художников, или же художников, которые не уверены в своих силах, не уверены в своем навыке, и не уверены, стоит ли им продолжать это дело. Таким образом, я хочу донести одну главную важную мысль, что неважно, как вы начинаете, любое дело, в которое вы будете вкладываться эмоционально, в которое вы будете вкладывать свои усилия и свое время, обязательно принесет вам результаты. А пока вы можете оставить мне комментарии, каких художников вы бы хотели видеть в следующих видео. Леди и джентльмены, так лучше. Встречайте! Наш художник — это Humid Peach. Но давайте договоримся, мы обсуждаем художников и их творчество. Мы не будем обсуждать их личную жизнь, потому как это неэтично. Давайте сохранять экологичность в отношениях и в социальных сетях. Так вот, наш художник Humid Peach, настоящее имя которой Ксюша или же Ксения, приобрела популярность благодаря Инстаграму, а в последующем открыла для себя и другие социальные сети: Patreon, YouTube, TikTok, Twitter. На данный момент у Ксюши 848 тысяч подписчиков и 1500 публикаций. Внушительно. Стиль ее творчества и ее работы узнаются многими, так как, я думаю, она залетела в рекомендации ко всем тем, кто так или иначе связан с темой рисования и с темой творчества. Но давайте посмотрим, как все начиналось и что было 1500 постов назад. Ксения рисует портреты в акварели, получается, она портретист-акварелист, но также она рисует животных, рисует карандашами и рисует фигуры в полный рост. Я думаю, что я сейчас для вас совершаю просто подвиг, потому как пролистать 1500 постов, поверьте мне, это затруднительно. Я чуть не забыла рассказать вам самое главное. Тот вопрос, который начинающие художники всегда и при любых обстоятельствах задают более опытным. У вас есть художественное образование или нет? В общем, сама Ксения рассказывала в сторис, что да, она ходила в художественную школу, да, она рисовала шары, кубы и так далее. Но по какому-то предмету, кажется, это был батик, у нее даже стояла 2, потому как предмет ей не особо нравился, она его прогуливала. В целом она больше себя относит к самоучкам, но к самоучкам, которые имеют базу, как раз таки в качестве в виде художественной школы на ранних этапах ее творчества. Также, дорогие друзья, если у вас есть вопросы относительно творчества Humid Peach, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, я постараюсь найти и дать вам ответ на ваш вопрос. Еще один очень интересный факт из биографии Ксении. Это коллаборация с московским кафе Faces Coffee, которые предложили ей отрисовать и предоставить несколько портретов, которые они в последующем разместили в своих кафе и на стаканчиках. О Ксении можно рассказывать просто вечность, бесконечность, но давайте завершим все это дело на одном очень интересном факте, на еще одной коллаборации с Сандина Арт, в результате которой Ксения рисовала на 3-метровых стеклах акрилом и по талию в одном из отелей Дубая. В результате данной коллаборации на свет появилась прекраснейшая композиция с прекраснейшим Карлом Лагерфельдом в центре, в окружении моделей дома моды Карла Лагерфельда. А я все продолжаю листать и листать ленту Инстаграма. Как вы сами могли заметить, подача и стиль очень сильно изменились, качество работ значительно выросло, линии и контур стали более уверенными и четкими, ушла некоторая пушистость, акварель стала ярче, контрастнее и чище, анатомическое построение лица тоже значительно улучшилось. Улучшилось и качество съемки. Короче, рост навыка невозможно игнорировать. Также хочу обратить ваше внимание на небольшую сложность акварели, но вообще-то на самую сложную, самую главную сложность акварели. Это
навык ее смешивания. Получается так, что при увеличении количества слоев краски, да, увеличивается и объем работы, как бы объем лица, если вы понимаете, о чем я говорю. Но также увеличивается вероятность того, что, получится грязь. У Ксении произошел настоящий переворот в творчестве. Ее картинки стали более насыщенными, то бишь мы можем наблюдать большее количество оттенков, но при этом грязи здесь нет вообще. Это как? Это магия? Нет, это навык. Как Ксения растила и выращивала свой аккаунт? Я, к сожалению, не могу дать ответ на этот вопрос, так как сама Ксения нигде ничего об этом не рассказывает. Но я лично заметила некоторые хэштеги и узнала работы с портретного батла. В принципе, это неплохой вариант дать о себе знать, поднять активность и поднять навык. Дорогие друзья, благодарю вас за просмотр моего видеоролика. И, пожалуйста, оставьте мне безумно важное свое мнение относительно того, стоит ли мне продолжать пилить такие видосики. Это вопрос номер 1. Вопрос номер 2. Как вы относитесь к творчеству Human Peach?